Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу и покажу, как приклеить и снять шильдик с автомобиля. На автомобиле Ford Focus Electric расположен вот такой шильдик на левой и правой передней двери. На левой двери он есть, а правая была в замене. Поэтому пришлось снять шильдик, и теперь необходимо вернуть его на место. Для того, чтобы снять шильдик с автомобиля, необходимо взять фен для волос и обычную тонкую рыболовную леску диаметром 0,2-0,3 мм. Затем с помощью фена нагреваем аккуратно шильдик, так чтобы он не расплавился. Берем леску и начинаем потихонечку снимать шильдик, продвигая с одной в другую сторону, как пилой. Вот у меня такая леска есть. Я снимать не буду, а покажу, как это я делал до этого. Здесь леска легко проходит, и при нагреве полностью снимается шильдик в сборе. И если буквы на шильдике не связаны друг с другом, то необходимо воспользоваться обычным малярным скотчем, которым сначала наклеить на все буквы, а затем аккуратно снять все в сборе, как сделал я. Перед тем, как установить шильдик на автомобиль, необходимо взять острый нож и снять остатки прошлого клея или скотча, которым был приклеен шильдик. Я возьму новое острое лезвие от строительного ножа или канцелярского и аккуратными движениями начну снимать остатки старого скотча. Здесь он был черный, поэтому легко заметный на буквах. Делаем это аккуратно, чтобы не оторвать буквы от малярного скотча. Слой скотча здесь не толстый, но тем не менее он уменьшит приклеивающую способность этого шильдика. После этого берем антисиликон или обычный медицинский спирт и хорошо обезжириваем всю поверхность шильдика. После высыхания на шильдике спирта необходимо его приклеить на скотч. Для этого можно использовать скотч пошире, черный или прозрачный фирмы 3M. Этот более стойкий. Здесь у меня ширина маленькая, поэтому придется делать в 2 ряда. Хорошо прижимаем и посмотрим, что получилось. Как видите, уже скотч нанесен. Теперь переворачиваем шильдик и будем вырезать все лишнее, что мешает между буквами. Я возьму пустой ящик, кусок стекла с полочки, положу в ящик лампу и начну обводить ножом контур букв. После этого все буквы хорошо просматриваются на обратной стороне двустороннего скотча. Берем острый нож и начинаем вырезать по контуру все символы. Отрезаем его аккуратно, стараясь не порезать малярный скотч.
Для того, чтобы малярный скотч меньше клеился к рукам, необходимо также обрезать по контуру символов малярный скотч, чтобы он не мешал работать. Вот теперь даже будет удобнее наклеивать надпись на дверь. Вот я вырезал двусторонний скотч по буквам шильдика. Двусторонний скотч прозрачный, похожий на гель, поэтому даже если где-то будет что-то выступать, то уже будет незаметно. Теперь можно приступить к наклеиванию шильдика на дверь автомобиля. Здесь нам понадобится перманентный тонкий маркер, рулетка, линейка или уровень. Замерим местоположение шильдика на левой передней двери. Все должно быть одинаково. Замеряем от низа. Здесь у меня строго 23 сантиметра, а впереди 22. А также необходимо замерить расстояние спереди автомобиля 5 и 5 сантиметров. Теперь эти размеры необходимо перенести на правую дверь с помощью тонкого маркера. Для начала с помощью этилового медицинского спирта или ОА-спирита необходимо обезжирить место наклейки шильдика на двери. Я буду использовать медицинский спирт, потому что считаю, что он более безопасный для лакокрасочного покрытия автомобиля. После высыхания спирта необходимо нанести 2 точки на месте наклеивания шильдика двери. Эти 2 точки будут нижними ориентирами по длине и высоте при наклеивании шильдика. Теперь необходимо с помощью пинцета и острого ножа снять аккуратно заднюю часть двустороннего скотча, которая будет наклеиваться. После этого мы строительным феном на маленькой температуре немножечко нагреем этот скотч, чтобы он стал мягче. И приступим к наклеиванию шильдика по меткам, ранее нарисованным. И после этого аккуратно снимаем верхний малярный скотч. Вот шильдик наклеен, и можно его еще раз протереть медицинским спиртом от остатков скотча и клея. Остатки скотча хорошо оттираются с помощью спирта или ОА-спирита по периметру букв. Даже если где-то остался кусочек скотча, то он легко удаляется с помощью обычной ваты, смоченной спиртом или ОА-спиритом. Таким образом, можно наклеить шильдик на двери или заднюю часть автомобиля своими руками, если дверь менялась, он повредился или потерялся.
вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как приклеить шильдик на двери или капот автомобиля. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.